Привет, друзья! Китайцы народ веселый, жизнерадостный. А переводят они наши названия товаров так вообще атас. Держись за живот и смотри, не помри от смеха, так сказать. Так вот, я тут нашел весьма забавную, любопытную информацию для вас. Как переводится с китайского, в прямом, так сказать, смысле, название некоторых европейских стран. Оказывается, и тут названия получаются у стран, очень забавные, порой и нелепые. Да блин, что там, я сам угорал, честно, когда прочитал названия некоторых из этих стран. Давайте-ка, собственно, я этим с вами и поделюсь. Сейчас вместе с вами посмотрим и немножечко, так сказать, поднимем себе настроение и посмеемся. Название страны Португалия с китайского означает «виноградный зуб». Странный перевод, да? Но испанцы пошли еще дальше. Испания переводится с китайского как «съехавший на запад зуб». Короче, китайцы рекомендуют испанцам и португальцам, видимо, обратиться к стоматологам. По всей видимости. Французы с китайского переводятся серьезно. Государство закона. Суровое такое название. Даже боюсь шутить по этому поводу. Забавно звучит Швейцария по-китайски. Везучий солдат. И вправду, солдат везучий. Все воины швейцарцы особо не воевали и сидели в окопах. Тут уж с этим не поспоришь. Да, китайцы правы. Италия в переводе с китайского «большая острая мысль». Звучит философски как-то. Отголоски, так сказать, Римской империи по ходу дела. Всякие философы римские и так далее. А Германия вообще суровая страна. С названием «Государство морали». О как! Видимо, по моральным причинам и воевала в прошлых веках. Неподалеку от Германии, кстати, существует Чехия. На китайском Чехия звучит как «победила, переварила». Это уже какой-то монстр получается, который переваривает другие страны. Да, в общем, Чехия опасная. Венгрия звучит достаточно брутально. Грудь, зуб, доход. Суровые венгры. Какие-то претензии у китайцев, видимо, есть и к сербам. Дословно переводится эта страна так. Розетка ты, завяжи Азию. Какая розетка? Что завязать? Я не понимаю. А вот Албанию, Северную Македонию и Румынию связали с какими-то лошадьми. Я не знаю, с чем тут и к чему эти лошади. В общем, Северная Македония переводится как «лошадь такая сговорчивая». Албания переводится как «а ты лошадь, монашка, Азия». А Румыния так вообще атас звучит. «Лови в сеть для птиц лошадь, монашку, Азию». Что? Причем здесь лошади и монашки? Я честно не знаю. Нидерланды звучат элегантно. Лотусы, орхидеи. Как и Польша, кстати. Она тоже звучит весьма мило. Волна орхидей. Блин, я прям захотел жить в одной из этих стран. Прямо рай какой-то, что ли. Молдова. С китайского «почеши тебе много плитки». Да, вот так и переводится. «Почеши тебе много плитки». Это, походу, какая-то китайская отсылка, намек на то, что молдаване работящие. Датчане звучат неоднозначно. «Порошок из пшеницы». Это название, думаю, больше подошло бы голландцам. Литва, как бы такая дерзкая, звучит так. «Возводи керамику, извилистый». Типа дерзит нам, что ли, я не знаю. Типа «возводи керамику, извилистый». Что за керамика, тоже непонятно. А Латвия вот не отстает. С китайского Латвия «тяни, снимай и охраняй Азию». Тяни, снимай, Азию охраняй. Вот такие дела. А эстонцы звучат водка.
Люби песок, монашка. Что-то с монашками у китайцев не все в порядке. То лошади, то монашки, то песок. Россия. Россия пишут, что типа никак не переводится, но я нашел перевод. Иероглифы, которые записывают название России в современном китайском языке, состоят из 3 китайских иероглифов, или так называемых слов, и означают «внезапно приличная сеть». Да-да, Россия вот так называется. Выходит, Россия по-китайски какая-то сеть, но она приличная, не похабная, так сказать. Ну и Беларусь звучит с китайского как «белая внезапно приличная сеть». Вот такие забавные получились у нас в странах Европы, так сказать, необычные страны. Ну и, конечно же, добавлю, все китайские названия это исключительно фонетически похожие, по мнению и восприятию китайцев, звукосочетания. Переводить любую страну с китайского, к примеру, Германия, в таком переводе будет моральное государство. Это то же самое, как переводить Китай. Кит – это морское животное, которое кричит «Ай». Ну, как-то так. Так что не воспринимайте данный перевод уж слишком серьезно. Ну, думаю, все-таки вас немножко я повеселил, правда? Если повеселил, ставь лайк и пиши в комментариях, что ты думаешь по поводу увиденного. А у меня на сегодня все. Увидимся в следующем выпуске на канале Bizarre World. Пока-пока, друзья.